Всем привет, с вами снова MaxDay7, и на этот раз у нас очередной новый ивент в Rollercoin. На этот раз он в 2 раза короче, чем прошлый. Я имею в виду в плане именно опыта, который нужно получить, чтобы его полностью закрыть. Но, следовательно, и награды там тоже все-таки помельче. По условиям у нас ничего не изменилось. Нам все так же нужно обменять криптовалюту на RLT в эквиваленте 45 RLT, чтобы получить буст X10. Соответственно, потратить 1 RLT для того, чтобы получить 1000, под бустом X10 мы, соответственно, за 1 RLT получаем уже не 1000, а 10 тысяч. Так же, как и было, апнуть уровень игры, то есть не просто сыграть игру, а непосредственно поднять вот этот левел, допустим, с 2, вот этот левел с 2 до 3. То есть 3 палочки 3 раза играем, поднимаем 1 уровень, чтобы получить 500. Конкретно по тому, как это можно быстро пройти. Сейчас покупка на маркете дает очки, но покупка у самого себя очков теперь не приносит. То есть для того, чтобы использовать маркет для прохождения непосредственно этого ивента, вам потребуется друг, товарищ или еще кто-то, кто будет согласен в одно и то же время, связавшись с вами. Вы можете сидеть, выставлять майнер на продажу, и, соответственно, другой человек его покупает. И таким образом между собой перебрасывать один и тот же майнер под X10, да, давайте посчитаем. За 1 RLT вы получаете 10 тысяч. В среднем, думаю, достаточно будет, если вы в любом случае купите 45 RLT, правильно, чтобы получить X10 буст. Вам достаточно будет перекидывать майнер где-то в районе 25-30, может быть даже 40 непосредственно стоимости RLT. Давайте возьмем на стоимости, пускай 30, да, что-то такое средненькое. Следовательно, за трату каждого RLT мы получаем 10 тысяч. Это умножаем на 10 тысяч, и мы получаем, что за покупку одного такого майнера, да, вы получите 300 тысяч. Всего, вот мы можем посмотреть в таблице, всего нам нужно 4 миллиона опыта. Соответственно, 4 миллиона делим на 300 тысяч. И получаем, что нам нужно будет между собой перекинуть майнер 14 раз. Итак, 14 раз, да? Мы убеждаемся, что нам нужно именно 14. И теперь делаем такую опцию. За каждую перекидку вы тратите 5% комиссии. То есть мы берем стоимость майнера 30, да, и умножаем, соответственно, на 0.5. Это то, сколько вы будете терять при одной перекидке. 1,5 RLT. После этого мы умножаем это на 14 и получаем то, что мы потратим в общей сложности на комиссию 21 RLT. Теперь же давайте посчитаем награды. 10, 7,5, 2,5. Это уже 20. И, соответственно, здесь еще есть 0,75. Итого, при условии, что мы, получаем 14 раз перекидываем один и тот же майнер, хотя, как видите, там получилось 13-33. То есть, вполне возможно, вам достаточно будет перекинуть 13 раз, а там остаток вы уже как-то сами добьете. Вы потратите на это непосредственно на комиссии всего 20-21 RLT. То есть, это полностью окупит то, сколько награды здесь, даются, да? То есть, мы, считайте, ничего не тратим, но как бы донатить придется. Итак, соответственно, советы по тому, как правильно абузить эту систему на именно торговой площадке. Смотрите, когда вы будете абузить, перекидывать друг другу майнер, у вас может возникнуть такая ситуация, что кто-то попытается сбить или перебить вам цену. То есть, это достаточно распространенная на данный момент практика и все дела. Так вот, что я вам советую. Смотрите, когда вы будете выставлять майнера, вы заходите в майнера, начинаете выставлять, вы смотрите цену, да? 21.95. И вы вот посмотрите, везде будет 21.95. Теперь смотрите, что я делаю. Я открываю вторую вкладку Rollercoin. Нахожу майнер, который я собираюсь, допустим, продавать. И я здесь вижу, вот цену мне выбиваю, да? 21.945. Соответственно, это нижняя цена. Следующая уже идет 22.05. Я выставляю цену такую, чтобы она была... Вот смотрите, 21, да, выставляю 20 и получаю ровно 21. Здесь у нас покупается за 21 945. Соответственно, я ставлю 20 и ставлю точку после этого. И проверяю, сколько у меня будет цена. 63, 73, 80. Вот, 21 945. То есть человек выставил 20.09. Вы выставляете 28, да, и после этого
вам нужно как-то, вот, смотрите, вам нужно сделать так, чтобы у вас после запятой было 3 знака. Тогда вы практически точно не ошибетесь. Вот, допустим, цена, которая вот подходит по всему, чем нам нужно, да? Берете ее, копируете и выставляете за такую цену. То есть вот здесь вот, после того, как сейчас я выставлю майнер за такую цену, 21 861. Выставляем. Опа. И идем сюда. Видите, у меня появилось 21 861. И он единственный здесь. То есть это уже мой майнер. Соответственно, ваш друг, товарищ, знакомый или еще кто-либо, с кем вы договорились, он его покупает. И потом выставляет точно за такую же цену. И таким образом вы постоянно будете перебрасывать с одного аккаунта, да, майнер, на другой аккаунт. Вы оба должны находиться под X10 бустом, то есть вы должны его купить, и в принципе вы сможете это все за 10 минут провернуть. Что это даст при проворачивании такой схемы? Ну, кстати, 2 вкладки открывать обязательно, чтобы у вас на одной была продажа, на другой, соответственно, была покупка. Ну, вы получите как минимум RST, это 300-750, вернете полностью затраченное RLT, практически. Также вы получите в общей сумме майнеров, вроде бы считали где-то на 640 TH, да, то есть 640 почти половина, ну, чуть больше половины PH. И некоторые из них даже с процентом, то есть GBS 144, он дает 1%, и вот этот вот GBS 200 дает 0,5%. То есть, если у вас их не было, вы еще и, соответственно, получите небольшой бонус по процентам. Также стандартные бусты на мощность, да, на несколько дней, от 1 там до 7, может быть, не знаю, скольки там самый большой буст. Самый большой буст у нас заканчивается, да, вот здесь на 3, по-моему. Больше я буста не вижу. Помимо RST еще получите шляпку. И, что немаловажно, опыт ивент пасса. Допустим, если я сейчас забужу вот непосредственно этот ивент пасс, этот ивент, я закрою ивент пасс полностью. У меня осталось уже совсем немножко. Можно посмотреть сейчас. Вот, смотрите, у меня осталось буквально совсем чуть-чуть. Я еще не покупал Event Pass. И я, если забужу ивент, я полностью закрою себе Event Pass, могу его купить и получить, что мне нужно. Почему я не советую делать это прямо сейчас? Да, действительно, сейчас есть скидка на Ethereum и Matic. Matic имеет достаточно маленькие комиссии, поэтому я советую вам заводить денежку именно в Matic. То есть, как вы видите... Вот, пожалуйста, не Matic открыл, правда, а эфир, да? Вот, пожалуйста, Matic. Генерируем адрес. И вот нам выдает адрес, соответственно, отправляем в Polygon, да? В сети Polygon. Копируем адрес, переводим и 25% скидку получаем. То есть даже если вы будете донатить прям все 45 RLT, которые вам потребуются, вам придется задонатить всего лишь 33,75. Но будьте внимательны, сейчас крипта очень волатильна, и я не советую прямо сейчас покупать просто по причине того, что вот еще недавно у меня количество намайненных мною тронов, да, 491, оно равнялось 22, но у меня было 410, по-моему, то теперь у меня стало на там 80-70 больше, но при этом сумма увеличилась всего на $1 из-за того, что курс трона упал. Ивент будет идти в любом случае достаточно долго. Ну, то есть 2 недели он должен идти, как обычно. Да, вот, пожалуйста, еще 13 дней. И в эти 13 дней вы можете попасть как раз-таки на то самый, ну, рост небольшой крипторыночка, где там плюс 5-10% он вырастет в день какой-то. И вот именно в тот день я советую вам начинать абузить. Что для этого вам требуется сделать? Найти человека, с которым вы будете согласны это делать, и периодически наблюдать за ценой на крипту. Как только вы увидели, что... цена на крипту пошла, вы созваниваетесь с этим человеком, с которым вы уже договорились, что на росте будете абузить, и, соответственно, 10 минут делов, вы закрыли полностью ивент, получили майнеры, вы молодец. Наверное, по этому ивенту больше ничего и не скажешь. Да, действительно, можно еще посчитать по-быстренькому, сколько вы сможете на играх получать. Не забываем, мы можем получить 99 тысяч без всяких бустов в день, используя стратегию 2-2, то есть 2 часа утром, 2 часа вечером, определенную, да, то есть 198 игр играть. То есть 4 часа в день вы обязаны будете играть, при этом вы обязаны будете играть, допустим, с 8 до 10 утром и точно так же с 8 до 10 вечером. Тогда вы сможете в день делать 99 тысяч экспы. И, допустим, вы
12 дней сможете так поддерживать, хотя это очень тяжело. Сможете получить 1 188 000 опыта, что у нас будет равняться где-то. Ну, вот смотрите, 1 188 000, то есть вы возьмете где-то вот РСТ, даже не дойдете до вот этого майнера. При всех там крутых абузах и всем остальном. Чуть-чуть там вам не хватит, условно, сколько. Ну, еще можете маркет там поднажать немножечко, перепродажей попробовать позаниматься, особо в минус не уходя. То есть покупая выгоднее, продавая дороже. Но, думаю, для free-to-play игроков 19 уровень это прямо потолок. А до 19 уровня, сами видите, награды здесь, ну, плевые. РСТ слабо, майнер 13, 3, ну, практически ничего не дает. Все, что здесь есть. Итак, это был, наверное, не очень короткий ролик, но, тем не менее, ничего нового особо не добавилось. В ближайшее время еще ждите ролик по трате РСТ. С вами был MaxDay7. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Если что-то непонятно, кстати, да, можете искать в комментариях непосредственно пару себе для того, чтобы забузить этот ивент через маркет. Всем пока!